Москва, 18 век. Дарья Салтыкова, знатная вдова, уважаемая дворянка, в церкви складывает руки в молитве, но за дверьми ее усадьбы творится самый настоящий ад. Кипяток, раскаленные щипцы, палки и плети, ее изощренный арсенал. Беременных били до выкидыша, детей морозили на телах их мертвых матерей, девушек обливали кипятком и бросали на произвол судьбы. Ее власть казалась незыблемой. Имя Салтыковой открывало двери, взятки глушили чиновников, а крестьяне, осмеливавшиеся жаловаться, исчезали. Но однажды двое крестьян, потерявших жен от ее рук, все-таки дошли до самой Екатерины II. Выяснилось, что садистка промышляла более 10 лет. Предположительное число ее жертв больше 130 человек. Но как ей все сходило с рук? Неужели никто ничего не замечал? А самое главное, почему человек с неограниченной властью становится чудовищем? И как долго общество может терпеть безнаказанную жестокость? Меня зовут Елизавета Карагозова. С вами «История вне времени». И сегодня мы говорим о кровавой барыне. Дарья Салтыкова не всегда была известна как душегубица, мучительница и кровавая барыня. На заре своей жизни она выглядела настоящим воплощением идеалов того времени. Знатная, набожная, богатая, просто ангел во плоти. Совершенно сложно поверить, что эта женщина, когда-то пример светской воспитанности, войдет в историю как одно из самых жутких существ 18 века. Дарья Николаевна Салтыкова. Родилась она в 1730 году в московской дворянской семье Ивановых. Семья не просто богатая, но невероятно влиятельная. Дед Дарьи, автоном Иванов, был одной из тех фигур, которые создают историю. При царевне Софье и Петре I он не только сколотил состояние в 16 тысяч душ, цифра умопомрачительная даже по тем временам, но и получил звание думного дьяка. Думный дьяк – это человек, который не просто подписывает документы, а пишет проекты указов Боярской думы и царя. Простыми словами, он был правой рукой власти. Автоном Иванов умел пробиваться. В 1690 году он даже подписал отречение царевны Софьи, а в знак благодарности получил жалованную грамоту на деревню Говорово, которую превратил в богатое имение с церковью Святой Троицы. Это место потом назовут Троицким, а сейчас оно известно как поселок Мост-Рентген. Именно там, спустя десятки лет, внучка автонома устроит свою кровавую резню. Третья из 5 дочерей, Дарья, родилась под счастливой звездой. Серебряная ложка здесь не просто метафора. Она выросла в окружении роскоши, где с пеленок знала, что такое абсолютная власть. Никто не мог тогда представить, что вот в этой вот девочке из высшего общества зарождается настоящий монстр. Дарью Николаевну воспитывали, как и полагалось девушке из знатной семьи 18 века, строго, но с неизменным пиететом к ее будущему статусу. Но воспитание сводилось не столько к развитию характера, сколько к созданию правильной оболочки. Им прививали благочестие, скромность, умение не выходить за рамки того, что позволено женщине ее круга, но вот уважение к другим людям, особенно ниже рангом, при этом не поощрялось. Скорее наоборот. Зачем дворянке знать, что чувствуют крепостные, если они ее собственность, такая же, как мебель или посуда? Дарья с детства видела, что власть ее семьи абсолютно. Человек мог быть наказан, лишен имущества или даже жизни, если так решил ее отец или дед. Сама Дарья росла в мире, где право сильного было не только законом, но и моральной нормой. Она впитала это как данность. Возможно, это чувство безнаказанности однажды и превратило светскую даму в чудовище. Тем не менее, Дарья, как и положено девушке из аристократического рода, вышла замуж за достойного жениха. В 19 лет ее
обвенчали с 35-летним ротмистером лейб-гвардии Глебом Андреевичем Салтыковым. Обеспеченный военный с домом в центре Москвы идеально подходил по статусу, а воспитанная, набожная и скромная Дарья была для него надежным выбором. На этом моменте начинаются некоторые исторические несостыковки. Согласно одной из версий, Глеб Алексеевич женился на Дарье исключительно из-за богатого приданого, так как он сам относился к роду знатному и был намерен увеличить свое состояние. Такой практичный подход к делу был обусловлен заурядной внешностью невесты. Дескать, Дарья, в общем-то, не соответствовала канонам красоты тех лет, отличалась худощавым сложением, явных и мягких женских форм не имела. Кожа была бледная, без румянца. И так уж сложилось, что история намеренно или случайно не сохранила ни одного достоверного изображения Дарьи Николаевны Салтыковой. То, что обычно выдают за них, это портреты ее однофамилицы, графини Дарьи Петровны Салтыковой. Поэтому судить о правдивости данной версии затруднительно. Известно ли Дарье было о любовных похождениях мужа в Петербурге? Большой вопрос. Лейб-гвардия конного полка, в которой служил Глеб Александрович, была, можно сказать, элитным клубом своего времени, а офицерские загулы в столице почти что ритуалом. Но Дарья согласилась на этот брак, видимо, руководствуясь рассудком, а не чувствами. По одним источникам их союз был вполне себе благополучным. Он был весь в делах, а она хозяйничала. По другим, Глеб так и не смог остепениться, особенно когда отправлялся в столицу по делам. Учитывая еще его природный интерес к пышным, ярким дамам, вполне мы можем предположить, что он просто не замечал покладистую и худенькую Дарью. Сама же Дарья вела себя как идеальная жена, держала дом в порядке, молилась за мужа и детей, совершала паломничество к святым местам. У них родилось 2 сына. Казалось, семья нашла свой ритм, а жизнь Салтыковых могла бы быть идеальным примером спокойного дворянского быта. Но вот в 1755 году все изменилось. Глеб внезапно умирает от горячки, обычной простуды, которая стремительно превращается в смертельный недуг. Ему было всего 42 года. После смерти мужа Дарья осталась вдовой с 2 маленькими детьми. Ее окружение, знатный дом и даже религиозность – все указывало на то, что она продолжит жить в благочестии и покое. Ничто не предвещало беды. Возможно, когда подобное Салтыковой дворянское воспитание сталкивается с личной трагедией, последствия могут быть разрушительными. Ведь люди, привыкшие к вседозволенности, не знают, как переживать утрату или боль. Они не просят о помощи, они мстят, срывают ярость на тех, кто слабее. И Дарья, несомненно, была из тех, кто ломает, а не сгибается. И именно здесь начинается ее трансформация. Чрезвычайно набожная женщина вдруг становится безжалостным тираном. Дом Салтыковых из уютного семейного гнезда превращается в царство ужаса. Что же послужило причиной этого? Личная трагедия, безграничная власть или изначально извращенная натура? Ответ, как и сама Салтыкова, остается пугающим и загадочным. А вдовев в 1755 году, Дарья Николаевна получила практически неограниченную власть. В ее руках оказались 4 крупных состояния – Ивановых, Скрипицыных, Давыдовых и Салтыковых. Дарья стала одной из самых влиятельных женщин Москвы. Ей принадлежало около 1200 крепостных в поместьях по Московской, Вологодской и Костромской губерниям. Роскошнейший дом в центре Москвы на Кузнецком мосту, село Красное на Пахре, Троицкое. Ее владения раскинулись настолько широко, что можно было ездить неделями и все еще оставаться на ее территории. Жизни сотен людей зависели только от ее капризов. Сначала все выглядело обыденно. Госпожа, как госпожа, могла крикнуть на прислугу, дать там подзатыльник за плохо вымытые полы. Ничего необычного для того времени. 18 век отнюдь не был гуманным. Крепостные считались чем-то вроде живой мебели. Удобные хорошо, а вот провинились — выбрасывай или ломай. Но Дарья Николаевна пошла дальше, гораздо дальше. Полено, валек, раскаленный
стальные щипцы и скалка. Все, что попадалось под руку, становилось орудием пыток. Если этого было мало, Салтычиха плескала в лицо кипятком или тащила жертву за волосы, пока та не лишалась чувств. Но Салтыкова не работала одна. У нее были помощники, крепкие гайдуки, такие как Ермолай Ильин или Савелий Мартынов. Эти ребята добивали тех, кто не выдерживал пыток, и избавлялись от тел. В остальное же время они охраняли госпожу, чтобы никто и не подумал пойти против ее воли. Салтычиха перестала видеть в людях людей. Их страх и боль ее не останавливали. Напротив, это стало для нее новой страстью. Так набожная вдова превратилась в кровавую барыню. В материалах следствия зафиксирован эпизод убийства Марии Петровой. Осенью 1759 года Салтыкова, возвращаясь в Богомолье из Киева, да, госпожа садистка всегда находила время замаливать грехи, хотя, похоже, считала, что расправа над крепостными к ним вовсе-то и не относится. Так вот, она заехала в свое имение Вокшино. Именно там она собрала очередную кровавую дань. Причиной ярости Дарьи Николаевны стал плохо вымытый пол. Барыня пришла в бешенство. Сначала она била Марью скалкой, но устав, приказала своему гайдуку Федоту Богомолову продолжить побои. Девушка еле держалась на ногах, но этого было недостаточно. Барыня приказала загнать ее в ледяной пруд, а на дворе был октябрь. Сколько Марья должна была простоять в воде? Да сколько угодно прихоти госпожи. Когда же девушку вытащили, полуживую и замерзшую, барыня велела ей снова мыть пол. Марья не выдержала. Она умерла тем же вечером с тряпкой в руках под ударами палок. Тело девушки Богомолов отвез в лес, где и закопал. А на следующий день Салтыкова распорядилась подать челобитную о том, что якобы нерадивая крестьянка сбежала. Это была далеко не единственная трагедия. В 1757 году Салтыкова жестоко расправилась с беременной Анисией Григорьевой. Ее били несколько часов скалкой и вальком, а затем приказали сечь розгами и батогами. В ходе пыток у Анисии случился выкидыш, а вскоре она сама скончалась от побоев. Тело младенца по приказу барыни закопала другая крестьянка, Екатерина Семенова, которую Салтыкова замучила позже. Священник в Веденской церкви Иван Иванов, которому Дарья велела подготовить похороны, отказался это сделать. Он потребовал похоронную, документ, подтверждающий, что смерть была ненасильственной. Увидев изуродованное тело, Иванов понял, что не станет покрывать Салтычиху. Однако дальше отказа дело не пошло. Барыня оставалась безнаказанной. В московском же имении замять убийство было сложнее. Просто закопать труп в лесу не вариант. Приходилось выкручиваться. Например, тело Анисии Григорьевой осмотрели. И, конечно, обнаружив следы побоев, вся спина в синяках, глубокие рубцы, даже слепому стало ясно, что смерть наступила не по естественным причинам. Более того, муж Анисии, Трофим Степанов, заявил в полиции, что причиной смерти стали побои помещицы. Но это была Салтычиха. У нее везде были свои люди, связи и деньги. В итоге Анисию похоронили с пометкой «Умерла от болезни, связанной с беременностью». А Трофима вернули обратно к барыне, как беглеца. По ее приказу его выпороли розгами, а потом отправили в имение. После этого Степанова больше никто не видел. Салтыкова не только убивала, но умела делать это демонстративно, с изощренной жестокостью. Ее любимая игра была заставлять близких жертвы участвовать в пытках. Крестьянин Христан Фандреев пострадал за недосмотр за бабами и девками. Барыня сама принялась за дело. Сначала она хлестала его кнутом, потом вызвала его дядю гайдука Федота Богомолова и приказала тому побить племянника. «Бей больше!» – кричала она, наслаждаясь процессом. Когда же Хрисанф уже не мог стоять, его вывели на мороз. Утром Салтычиха велела принести раскаленные щипцы и таскала ими несчастного за уши. Потом плеснула кипяток в лицо, и когда тот упал, добивала палкой и пинками. Дядя Федот Богомолов
должен был отвезти тело в Троицкое. Салтычиха уточнила, если Хрисан вдруг доживет до дороги, пусть исповедуется. Если нет, просто закопай и брось в воду. Для верующего человека того времени такие вот похороны были настоящей катастрофой. Неотпущенные грехи, отсутствие отпевания. Хрисанф умер в пути. Богомолов, кажется, впервые воспротивился воле барыни. Он спрятал тело и отправился в Москву, чтобы заявить о случившемся. Но полиция, как всегда, сработала по-своему. Богомолова высекли и вернули Салтыковой, а в графе «Причина смерти Хрисанфа» указали. Заклевали птицы. Такие истории для Салтычихи были не редкостью. Ее любимый конюх Ермолай Ильин потерял 3 жен подряд, и каждая из них погибла по воле Дарьи Николаевны. Первая, Катерина Семенова, плохо пол вымыла. Барыня забила ее батогами и плетьми. Едва умирающая смогла исповедаться, и ее похоронили как положено. А вот Ильина вскоре оперативно женили 2-й раз, чтобы, мол, не скучала. Какова забота хозяйки. Вторая же жена, Федосия Артамовна, не угодила барыне еще быстрее и умерла через год от побоев. Полгода и не прошло, как Салтыкова снова решила женить Ильина. Вот на этот раз его супругой стала Аксинья Яковлева, тихая, скромная и, как казалось Ермолаю, именно та, с кем он сможет начать новую жизнь после всех ужасов. Ее он действительно полюбил. Но вот у Салтычихи свои взгляды на чужое счастье. Век Аксиньи, как и ее предшественниц, оказался слишком коротким. В феврале 1762 года ее замучили до смерти, даже не успев дать шанса на спокойную жизнь. Что же разозлило Дарью Николаевну на этот раз? Никто толком и не знал. Говорили, что барыня просто вошла в очередной приступ ярости. Она набросилась на Аксинью и начала ее бить собственными руками, а потом, как всегда, схватилась за скалку. Увидев, что и этого мало, взяла полено. Слуги молчали, боясь даже поднять глаза. Когда девушка уже была при смерти, Салтыкова приказала позвать священника, чтобы тот успел причастить несчастную. Но Аксинья умерла, так и не приходя в себя. Священник же Иванов, увидев, что от девушки остались одни-то гематомы, отказался хоронить ее. Тогда Салтычиха, не теряя времени, распорядилась отправить тело в Троицкое, где такие дела закрывались без лишних вопросов. Для Ильина это стало концом. Салтыкова заставила его собственноручно довести все до конца, убрать тело и подготовить похороны. Но вот смерть 3-й жены, которую он действительно любил, сломала его. Ермолай не сдерживался. Он кричал, угрожал, обещал месть. Его ярость была настолько настоящей, что даже Салтычиху, привыкшую к крови и насилию, пронзил страх. Чтобы подавить бунт, она приказала посадить Ильина под стражу. Но запереть не значит сломить. Ермолай попросил прощения, чтобы выйти на свободу, но внутри он уже принял решение. Вскоре он сбежит и дойдет до самого Петербурга, чтобы рассказать императрице Екатерине о зверствах своей хозяйки. Это станет началом конца кровавой барыни. Овдовевшая Дарья Салтыкова, несмотря на свою набожность, явно не блистала христианским смирением. Гнев, властность, садистская природа – все это в ней уже кипело, когда в ее жизни появился Николай Тютчев, молодой дворянин и будущий дед знаменитого поэта. История их знакомства могла бы украсить страницы авантюрного романа. Барыня застала Тютчева в своем лесу и, недолго думая, велела запереть его в подвале. Далее начинается какая-то откровенная чушь. Согласно основной версии, помещица-убийца держала в подвале Николая Андреевича несколько дней, издевалась над ним, унижала и, между прочим, пыталась изувечить. После такого вот обращения молодой офицер мало того, что не пожаловался на Салтыкову, так еще и стал ее любовником. Любовная вспышка, впрочем, также описывается весьма необычно. Говорят, все изменил их первый конфликт. В разгар скандала Тютчев дал ей пощечину такой силы, что она даже не удержалась на ногах. Результат? Дарья Николаевна была покорена, а Николай прощен. На время их романа крепостные салтычихи вздохнули свободнее. Барыня буквально расцвела.
Но 6 лет спустя идиллия закончилась. Тютчев женился на другой, соседке Дарьи Пелагеи Понютиной. Этот удар Салтыкова не могла вынести. Сначала она заперла Тютчева в сарае, но он сбежал благодаря помощи одной из крепостных. А когда узнала о свадьбе, ее ярость перешла все границы. Дарья скупила порох и серу, велела конюху поджечь дом Тютчева, да так, чтобы молодожены обязательно были внутри. Но крепостной испугался и не исполнил приказ. За это его жестко избили. Во второй же раз на задание отправились уже двое. Но вот незадача, и они вернулись ни с чем. Тогда Салтыкова послала троих. У дороги была устроена засада, но Тютчевых предупредили, и они успели скрыться. В отчаянии Николай обратился в полицию с жалобой на попытку убийства. Его заявление, в отличие от крестьянских, было принято без промедления. Ирония судьбы здесь такая, что спустя годы семья Тютчева скупит земли Салтычихи, включая то самое знаменитое поместье. Но пока барыня сводила счеты, ее мир трещал по швам. Жалобы крепостных и обращения Тютчева начали скапливаться на столах чиновников. Тучи сгущались, но Дарья Николаевна, как всегда, ничего не боялась. Весна 1762 года. 4 крестьян из усадьбы Дарьи Салтыковой пришли в московскую полицию. Их обвинение касалось не мелкой ссоры или споры там за землю. Они заявили о попытках массовых убийств в усадьбах Дарьи Салтыковой. Их уже пытались остановить. Салтычиха отправила погоню, чтобы перехватить мужиков, но им все-таки удалось дойти до Москвы. В полицейской канцелярии они не просто жаловались, они буквально требовали, чтобы дело дошло до самой императрицы. Казалось бы, таких историй тогда было достаточно. Крепостные регулярно жаловались на своих господ. Их жалобы могли быть правдивыми, могли быть ложными, но практически всегда их либо замалчивали, либо возвращали крестьян в руки помещиков, где их ждала суровая расправа. Почему же история Салтыковой стала исключением? Да потому что 28 июня того же года Екатерина взошла на престол. Молодая императрица понимала, она держится только на хрупком доверии дворян. Однако ей нужен был жест, который показал бы народу, что она способна защищать и их интересы. Она понимала, что кровавые подробности зверств Салтыковой, если их придать огласке, могли бы стать идеальной показательной историей о жестокости дворян, которую ни в коем случае нельзя терпеть. Ее последней жертвой стала Фёкла Герасимова. Замученную девушку увезли в Троицкое, где она скончалась на руках старосты Ивана Михайлова. Тот много раз прикрывал помещицу. Он подписывал подложные свидетельства о естественной смерти жертв. Но вот уже на этот раз он отказался участвовать в ее игре. Труп Герасимовой привезли прямо в канцелярию московского губернатора, и был составлен протокол. Именно этот случай стал точкой невозврата. Екатерина Великая наконец дала распоряжение начать расследование. Салтычиха на тот момент еще верила, что ее имя и связи ее спасут. Но время кровавой барыни подходило к концу. Дарья Николаевна совершенно не верила, что в ее отношении действительно может быть начато расследование. Неслыханно. Она знатная и богатая аристократка. Ее имя известно при императорском дворе, но женщина еще не знала, что ее ждет на самом деле. Дело пошло. Началось расследование. Вскрылись все новые и новые подробности. Так, Лукьян Михеев был убит собственноручно Салтыковой, которая разбила крепостному голову, многократно ударяя ее о стенку. При вскрытии тела Григорьевой было установлено, что по всей спине и обоим бокам кожа и мясо до самых внутренностей сгнило. А Графена Агафовна была так избита палками, что у нее были переломаны руки и ноги. При пытках Акулины Максимовой помещица приказала принести ей пук лучины и, взяв сама лучину на свечке, зажгла ее и тем огнем у той жонки волосы сожгла. Свидетели показали, что когда забитую до смерти крестьянку Просковью Ларионову повезли хоронить в Троицкое, дело было зимой, то на труп матери был брошен ее грудной ребенок, который, не доезжая до Троицкого, замерз.
Общий список замученных составил 75 человек, в том числе и 12-летняя девочка. Именно такой вот список был составлен в ходе следствия. Считается, что с 1756 по 1762 год жертвами кровавой барыни стали более 130 человек. Поразительно, но как следует из материалов дела, Салтыкова даже под угрозой пытки не призналась ни в одном убийстве. Интересно, что как бы и ни была шокирована Екатерина подходами Салтыковой, пытки применять к ней она все-таки не разрешила. Возможно, сыграла роль необходимость лавировать между тем, чтобы дать дворянству понять, что такая жестокость по отношению к крепостным больше не норма, но при этом не настроить их против себя. Ведь все, что было позволено, это привести подозреваемую на пытки другого преступника и сказать, что она следующая. Но как вы понимаете, Дарью Николаевну вот это вот все понятно мало впечатлило. Женщина считала себя абсолютно невиновной, ведь сама она не убивала своих жертв, а всего лишь терзала их. За нее все доделывали ее сподручные, которые в большинстве случаев и умерщвляли жертв. Эти люди с сознанием дела много лет исполняли работу палачей в усадьбе. Они избивали, пытали, скрывали, перевозили и закапывали людей. Но потом, когда несчастье коснулось их самих, все-таки донесли на хозяйку. Терпение Богомолова кончилось после смерти его племянника. Ильин возмутился только после смерти третьей своей жены. Но виновата ли только Салтычиха в том, что конюхи секли розгами 12-летнюю девочку Просковью? Или же в том, как Артамон Шевтунов после избиения Салтыковой своей жены утюгом по голове позже добивал свою супругу плетьми? Ведь они были непосредственными исполнителями преступлений. Да и как же вообще все люди вокруг? Мы можем предположить, что все прекрасно знали, слышали и видели. Это продолжалось не месяц, не два, а много лет. На крики крепостной Марьи прибежал крестьянин, но Салтыкова отослала его со словами: «Тебе на это смотреть дурно». Ну дурно и дурно, я тогда пойду. Пусть там сами разбираются. Выходит, вот такая логика была. Девушки рассказывали на исповеди Степану Петрову о том, что их помещица морит их голодом и избивает. И полицейские, и священнослужители видели дела, но ничего не происходило. И если со стороны власти это можно объяснить происхождением и деньгами Салтычихи, действительно от нее тянулись множество нитей к известнейшим фамилиям московской и петербургской знати. Но Салтычиха была абсолютно уверена в своей безнаказанности перед властью и перед церковью. Все-таки она была внучкой священника, очень набожной, и давала хорошую денежку, материально поддерживая приходы. Как бы не хотелось, но придется признать, что зверство, бесчеловечное отношение к крестьянам были, можно сказать, символом эпохи. Именно в этот период издевательства достигают своего апогея. Дворяне демонстрировали совершенную вседозволенность в отношении принадлежащей им вот этой вот живой мебели. Давайте прислушаемся к фактам. Ради справедливости нужно отметить, что Салтыкова стала единственной осужденной за издевательство над крестьянами, но она была далеко не единственной. Многие представители высшего сословия промышляли подобным. Можно вспомнить пример кровавого помещика Николая Струйского, жившего также в эпоху золотого века русского дворянства. Помещик был настоящим фанатом Екатерины II. Если бы он жил сегодня, то наверняка завел бы фан-клуб или аккаунт в соцсетях, посвященный великой императрице. Он обвешал весь дом ее портретами и посвящал ей все свои стихи. Но запомнился, к сожалению, далеко не любовью к поэзии и искусству. Одной из любимых игр помещика была «Преступление и наказание». Он сам писал сюжет преступления, выбирал, кто из его крепостных будет обвиняемым, а кто свидетелем. В подвале разыгрывался суд, где Струйский лично выносил вердикт. Там же висела коллекция орудий пыток, которая использовалась после окончания судебного процесса. А собирать орудия пыток было вообще его своеобразным хобби. Он назначал из числа крепостных следователей, подозреваемых и дознатчиков, увлекался допросами и выбиванием несуществующих признаний. Ключевский писал, что он сам судил своих мужиков, составлял обвинительные акты, но что хуже, вся эта цивилизованная
судебная процедура была соединена с варварскими следственными средствами пыток. Большинство помещиков, конечно, себя не утруждали такими спектаклями. Они расправлялись с крепостными проще, мгновенно, без суда и без следствия. Захотелось сорвать зло? Да вот, пожалуйста. Жестокость стала их рутиной, а смерть крепостного – обыденностью. У крестьян вроде бы были права. Можно было писать жалобы, и жалобы писали. Только вот итог, как правило, был обвинение в мятеже. Заблоцкий-Десятовский отмечал, что достаточно одной жалобы, чтобы в крестьянах увидеть бунтовщиков. Но и это еще не все. Даже Екатерина II писала, что в каждом доме железные ошейники, цепи и инструменты для пыток. Воспоминания императрицы о Москве с середины 18 века звучат как приговор. Предрасположение к деспотизму здесь взращивается лучше, чем где-либо еще. Дети с детства видят, как родители жестоко обращаются с крепостными. В каждом доме есть орудия для наказаний, готовые при малейшей провинности. Екатерина признавала, что даже попытка реформировать систему стала бы для нее политическим самоубийством. Если скажешь, что они такие же люди, как и мы, рискуешь, что в тебя полетят камни, писала она. В середине 18 века, когда работала уложенная комиссия, она с горечью отмечала, что в России едва ли было 20 человек, которые думали о крепостных как о людях. А в 1750 году их, наверное, было еще меньше. Для большинства крепостные были просто рабами. Иного состояния они даже не могли себе представить. Салтычиха вряд ли была в этом плане уникальной. Вокруг нее хватало таких же мастеров изощренной жестокости. Например, княгиня Александра Козловская, которой знали даже при дворе, прославилась патологическим садизмом. Шарм-масон писал, что она олицетворяла собой всевозможные неистовства и гнусности. Ее любимое развлечение было раздеть жертву догола и натравить на нее собак. Служанок секли наголо, а после этого Козловская заставляла их класть груди на холодный мраморный пол, чтобы лично продолжить истязание. Лев же Дмитриевич Измайлов, прообраз Троекурова из Дубровского, обожал собак куда больше людей. Однажды он спросил у камердинера, кто лучше, собака или человек, и, услышав неугодный ответ, он вонзил вилку в руку слуги, а испуганного мальчишку, ответившего, что собака лучше, наградил серебряным рублем. Но и это еще не все. Он держал настоящий гарем из дворовых девушек, многие из которых были детьми. Девушек развращали, а затем за малейшую провинность пороли кнутом и надевали на них рогатки. Сенат, разбирая его дела, ограничился установлением опеки. Вот так вот в те времена обуздывали дворянскую жестокость. Тем не менее, именно по делу Салтычихи следствие и огласка оказались делом небывалого масштаба. В ее доме в Троицком и окрестностях опросили более 300 человек. Результаты были неутешительными. Одни все отрицали, опасаясь мести, другие путались в показаниях, третьи рассказывали какие-то истории со слов, а кто-то пытался свести личные счеты. 94 человека были допрошены в Москве, и они прямо заявили, что мы ничего не знаем. В итоге из 138 эпизодов убийств доказать удалось только 38. Приговор оставили на решение Екатерины II. Императрица же долго думала, как ей наказать барыню. Итог был абсолютно беспрецедентным. Салтычиху лишили дворянства, запретили использовать фамилии мужа и отца и приговорили к пожизненному заключению в полной темноте. Ее поместили в маленькую каменную камеру без окон в Иоанно-Предтеченском монастыре. Свет зажигали только во время приема пищи. Ее лишили не только свободы, но и права называться женщиной. Указ Екатерины велел называть ее чудовищем в человеческом обличье. Слухи же о Салтычихе расползлись далеко за пределы ее владений. Говорили, что она людоедка, что убивала девушек из-за мягкости их плоти. Но ни один из этих слухов не подтвердился. Реальных преступлений хватало, чтобы шокировать. Сообщников Салтычихи
тоже не оставили без внимания. Священника, одного из гайдуков и конюха сослали на каторгу. Екатерина II, проводя свои судебные реформы, решила использовать дело Салтычихи как урок для всех. Даже знатное происхождение не спасет от наказания. По всей Москве разослали объявление о предстоящем публичном наказании. В октябре 1768 года Дарью Салтыкову вывели на эшафот на Красной площади. Час позора. Она стояла прикованной к столбу с табличкой «Мучительница» и «Душегубица». Но это было только начало. После эшафота ее отправили обратно в монастырь. Говорили, что для такой грешницы это символично, ведь храм перестраивался на деньги Ивана Грозного, а в народе шептали, что душа царя-душегубца поселилась в Салтычихе. Для нее приготовили покаянную камеру, помещение в 3 аршина, около 2 метров, глубоко под землей, где не было ни окон, ни света. Тьма и свечной агарок во время приема пищи – вот и все, что ей осталось. Дарье Николаевне запретили прогулки, письма, любое общение, кроме как с монахиней и начальником караула. По большим церковным праздникам ее выводили к крошечному окну в стене храма, чтобы она могла послушать службу. 11 лет Салтычиха провела в полной изоляции, прежде чем режим смягчили. Ее перевели в каменную пристройку с окном, через которое любопытные могли наблюдать за заточенной барыней. Она же не стеснялась, ругалась, плевалась, совала палку в тех, кто подходил к ней слишком близко. Ходили слухи, что в заключении Салтыкова родила ребенка от охранника. Правда ли это, никто не знает. Но мы точно знаем, что Дарья провела в монастыре 33 года. Она умерла 27 ноября 1801 года и была похоронена на кладбище Донского монастыря рядом с родными. Салтычиха так и не признала своей вины и не раскаялась. Современные эксперты же считают, что она страдала эпилептоидной психопатией, агрессией, мрачное настроение и садизм. Возможно, именно это превращало ее ярость в зверство. Но другой вопрос остается открытым. Была ли Салтычиха исключением или всего лишь продуктом своей эпохи? Ведь ее жестокость – это не только ее болезнь, но и стиль 18 века, где власть над крепостными не знала границ. Да, преступления Салтычихи чудовищные, но и контекст времени был соответствующий. Жизнь крестьянина не стоила ничего. Люди были вещами и порой уступали в статусе собакам. Салтычиха же стала символом этой бесчеловечности, но суд над ней проблему не решил. Прошли десятилетия, прежде чем общество начало меняться, а тогда подобных ей хозяев никто и не думал останавливать. Но, друзья, согласитесь, что хорошо, что это время давно закончилось. Делитесь вашими впечатлениями об этом непростом и эмоциональном, как минимум для меня, выпуске. Пишите ваши комментарии, ставьте колокольчик, обязательно подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!